Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте, я вас внимательно слушаю. Вы что-то хотели меня спросить? Да нет, просто поздоровался с вами. Что значит просто поздоровался? Вы же журналист. Какие у вас ко мне вопросы спрашиваете? А смысл вас о чем-то спрашивать? Вы же постоянно лжете. Ну, извините, работа у меня такая ложовая. Мгм. У Лаврова, например, работа постоянно ржать, а у меня лжать. Так что не стесняйтесь, спрашивайте. Это, знаете, как говорят, за спрос денег не берут. Да я серьезно, Дмитрий Сергеевич, у меня к вам нет вопросов. Вы ж не дали мне договорить. За спрос денег не берут, но дают. Вот, держите $100, спрашивайте о чем угодно. Хорошо, такой вопрос. Почему ваш сын не принимает участие в СВО? Держите еще $100 и о чем угодно меня больше не спрашивайте. А спрашивайте вот по этому листику. Там, кстати, внутри еще $100, итого 300. Понял, Дмитрий Сергеевич. Тогда, если вы позволите, у меня к вам несколько неожиданных вопросов. Что, серьезно? Действительно неожиданно. Ну что ж, попробую на них ответить, прошу вас. Скажите, пожалуйста, яйца, масло, освежитель, лобстеры и 2 бутылки майот Шандон. Ну, так а вопрос ваш в чем? Ну, не знаю, тут просто написано яйца, масло, освежитель. Извините, это жена просила в магазин заехать, список покупок написала. Переверните листик, вопросы с другой стороны. Понял. Дмитрий Сергеевич, как известно, на днях прошла встреча президента России Что, в чем проблема? Что здесь написано? Где? Это Путина. У меня просто буква «П» такая. Так что вы спрашивали, встреча президента России Путина с кем? Со спецпосланником Трампа Стивом Виткофом. С Уиткофом. Да, было дело. Так что вас интересует? Там дальше написано, что вас интересует. Да, так вот меня интересует, как прошла встреча. Насколько я знаю, Уитков привез Путину какой-то ультиматум от Трампа. Ну, во-первых, давайте без отсебятины, либо возвращайте $300. А во-вторых, встреча прошла как нельзя лучше. Можно, конечно, было еще лучше, но нельзя. Это же очевидно, что Трамп всячески затягивает перемирие всеми возможными средствами. Уже 3-й раз присылает сюда своего этого Улиткова, а улитки, как вы знаете, очень медленные. Медленнее улиток может быть только рост нашей экономики. Поэтому, как у нас принято говорить, Трамп просто тянет кота за яйца. Надо не забыть, жена просила купить их. Спасибо, что напомнили. Простите, о чем я говорил? Вы сказали, что Трамп затягивает перемирие. Вот видите, уже и вы это сказали. И чем больше таких, вот как вы, будут об этом говорить, тем скорее все в это поверят. Да. Простите, но по поводу Трампа вы сейчас говорили правду? Конечно, я всегда говорю только правду. Я вам больше скажу, я настолько говорю правду, что если бы я был Пиноккио, то мой нос рос бы вовнутрь. Но вы не отвлекайтесь, мне кажется, у вас там еще есть вопросы. Да, Дмитрий Сергеевич, такой вопрос. Как вы прокомментируете мировое падение цен на нефть и как это отразится на России? Слушайте, не смешите мои усы. Это сделает нас только сильнее. Я считаю, то, что произошло падение, это даже хорошо. Ведь кто не падал, тот не поднимался. Россия сколько раз уже падала, а сколько раз она не поднималась. Вы думаете, подобной ерундой как-то можно напугать страну, которая уже больше 30 лет встает с колен? Нет, конечно. А по поводу всей этой ситуации с нефтью скажу, что простым российским автомобилистам вообще не стоит переживать. Вопреки резкому падению нефти нам удалось удержать цены на бензин для россиян на очень высоком уровне. Простите, мне показалось, или у вас там был еще какой-то вопрос про санкции? Да, был. Где же он? Как вы думаете, если нам не удастся заключить сделку с Трампом, последуют ли после этого в отношении России какие-то новые санкции? Ну, это достаточно спорный вопрос. Знаете, у некоторых людей, как говорится, на погоду ноги крутит, а у меня на ноги
новые санкции усы заворачивает. Но, как видите, усы мои в данный момент такие же прямые, как извилины в голове у Захаровой, поэтому новых санкций в ближайшее время, думаю, не предвидится. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Вы знаете, я сейчас с вами пообщался и понял, что Владимир Владимирович, говоря о вас, в чем-то был прав. Что вы имеете в виду? Ну, он однажды сказал, что Песков иногда несет пургу. Слушайте, не стоит верить всему, что говорит старый больной человек. А это вы сейчас про Путина? Нет, вы что, это я сейчас про себя. Я старый больной человек, которому нужен своевременный уход. Поэтому верните $300 и уходите отсюда, чтобы я вас больше тут не видел.